Мы зашли в номер. Ребята очень классно к нам отнеслись и дали апгрейд на Junior Suite. Кофемашина, вода. Это ли не красота? Or of dancing flames in the fireplace. Мы в Питере. Сегодня у нас ночная экскурсия на катере. Значит, сейчас мы идем к Авроре, потом к Петропавловской крепости, а потом мимо Стрелки на Дворцовый мост. Вот здание училища правоведения. Изначально у них форма была похожа на оперение чижиков и шапки пыжики. Из-за этого их звали чижики-пыжики. Оттуда и пошла песня «Чижик-пыжик, где ты был?» На Фонтанке водку пил. И мы сейчас идем по Фонтанке. Сейчас это здание Ленинградского суда. Но река Фонтанка получила свое название из-за фонтанов, которые находились в летнем саду, который находится сзади нас. А сейчас перед нами летний дворец Петра Первого. Не очень прихотлив был Петр Первый. Проходим Прачечный мост и выходим в Неву. Такой вот красивый Троицкий мост, и за ним шпиль Петропавловской крепости. И справа от нас Литейный мост. Огромный привет всем с Невы, из города Петербурга. Перед нами здание военно-медицинской академии, и мы подходим к крейсеру «Аврора». В октябре 1917 года залпом крейсера «Аврора» началась Великая Октябрьская революция. Подписывайся на канал, если коммунист. Подходим к крейсеру «Аврора». За ним Нахимовское училище. Ощущения, конечно, непередаваемые. Быть рядом с легендарным крейсером «Аврора», с которым связано очень много историй нашей страны. Стены Петропавловской крепости. Проходим здание Арсенала. Сейчас в нем находится музей артиллерии и войск связи. Перед нами две растральные колонны, и по центру большое здание, это здание биржи. Зимний дворец, он же Эрмитаж. За ним идет Малый Эрмитаж. За ним третье здание, это Старый Эрмитаж.
Все эти здания соединены между собой арочными переходами. И дальше дворцы великих князей. Ребята, Дворцовый мост. Сразу за Дворцовым мостом с правой стороны нас ждет Кунсткамера. Разведение моста. Собралась целая водная пробка. История, все пропитано историей. За нами Дворцовый мост. И будем ждать его разведения. Проходим справа от нас инженерный замок, что называется замком Павла I. Здесь убили его в 1801 году. Вот так вот произошел государственный переворот, и после Павла I стал править его сын Александр I. А сейчас мы проходим первый в России стационарный цирк Чинизелли. Закончилась ночная экскурсия по Санкт-Петербургу. Увидимся завтра. Доброе утро, Питер. Ну а за нами сейчас Исаакиевский собор. Он был построен в 1958 году. Это крупнейший православный храм города Петербурга. Ну и ровно за мной памятник Петру Первому, открыт в 1728 году. Называется «Медный всадник». Памятник сделан из бронзы, но благодаря поэме Пушкина «Медный всадник» его теперь называют «Медный всадник». И мы видим купол Исаакиевского собора за деревьями Александровского сада за нами. По Красногвардейскому бульвару направляемся в сторону Новой Голландии. Гуляем по Новой Голландии. Очень красиво. И домики все такие, вот даже жилые, они в европейском стиле. Ну, Петр I очень большое время провел в обучении в Голландии. Учился кораблестроению, приехал в Россию и построил самый могущественный флот для Российской империи. За мной Спас на Крови. Он был основан в 1881 году после убийства Александра II. Построили такой вот православный храм. Это мемориальный храм. Этот храм был построен на деньги, которые собирала вся Россия. Сейчас мы гуляем по Михайловскому саду. Такая вот красота. Это один из самых крупных парков и благоустроенных города Санкт-Петербург. За нами Русский музей. И этот парк был открыт в начале 18 века вместе с летним парком. И назывался он Третий летний парк.
Вот так вот наши цари любили отдыхать. Кстати, в летнем парке цари устраивали охоты. То есть из Подмосковья привозили звери, волки, кабаны. И устраивалась царская охота в таких вот садах. Чайки сутками ждут хлебушка. Пришли на чугунный мост в Михайловском саду. Прикоснуться к истории. Начинаются фонтаны ближе к летней резиденции Петра I. Достаточно большое количество скульптур. Их Петр I собирал практически по всему миру для того, чтобы обустроить свою резиденцию. Памятник Крылову. Все помнят детские басни. Те на примерах животных он показывал, как хорошо делать и как плохо. До сих пор эти басни популярны среди родителей, которые читают их детям. Таким образом дети учатся. И вот такой вот памятник в летнем саду находится. А все персонажи Крылова из книг, они тоже также есть в этой скульптуре. Они находятся ниже постамента, где сидит сам писатель. Ну а сейчас перед нами летняя резиденция Петра I. Достаточно небольшая. Скромно, оказывается, он был. Ему этого хватало. По сравнению со всеми остальными дворцами, конечно, мощно скромно. Приехали в Петергоф. Такая здесь красота. Что, друзья, мы в Петергофе. Петергоф был... Первый фонтан был открыт в 1721 году. Много из этих фонтанов, они были потешными. То есть они... Специальные люди сидели и включали эти фонтаны тогда, когда, например, барышня в юбках проходит мимо. Они включают фонтан, все визжат, все радуются. Вот. Наверное, вместе с Петром Первым. Место красивое, конечно. Побывать в Питере нужно обязательно посетить Петергоф. Всего в Петергофе 176 фонтанов, очень большие сады. Красотища неимоверная. Во время Второй мировой войны Петергоф был полностью разрушен, но его восстановили. И теперь это, конечно, очень знаменательный памятник архитектуры. Сейчас откроются очень красивые виды на Невскую губу. Ну, конечно, размах у наших царей был великим. Ну и, конечно, императоров. То есть Российская империя, она была у нас в 18 и в 19 веках. И наши императоры и императрицы постарались. Вдалеке виден шпиль самого высокого здания в Санкт-Петербурге. Это «Газпром» построил свою башню. Ее видно даже с Петергофа. А там должны отходить высокоскоростные катера, ракеты, или как-то еще они называются. То есть, если сюда мы приехали на такси, то обратно можно будет уйти водным транспортом. Метеоры. Вот на метеорах пойдем. Туристы максимально много делают фотографий, пусть увидят себя на YouTube. Как-никак 18 лет друг другу отдали. Петр
Первый Петергоф основал в 1710 году в честь того, что Россия победоносно вышла к Балтийскому морю, таким образом получив морской путь в Европу. На самом деле вот путь из варягов в греки, он как раз лежит через Балтику. И, конечно же, все города, которые находились на пути, на этом водном, эти города очень быстро развивались. Петр I очень много души вложил в Петергоф. Он во время стройки никому не доверял и следил за всеми строительными работами сам. Ну вот, мы закончили экскурсию по Петергофу и на Метеоре двинемся в Санкт-Петербург. Убедительно попросили нас одеть маски, потому что коронавирус. Вот. Идем на Метеор. Должно быть интересно. Потому что ночью мы катались, смотрели разведение мостов, а днем еще на воде не были. Вот он город вдалеке, через Финский залив. Мы туда и направимся. Да, конечно, вот 2 дня, наверное, все-таки мало в Питере. Ощущения такие интересные. То есть изначально город, он сам по себе планировался с точки зрения строительства очень грамотно. Точно так же высота зданий была ограничена, по-моему, до 23 метров и скольки-то там сантиметров. И то есть с каждой точки города в центре можно видеть шпили, которые торчат на церквях, либо на каких-то исторических зданиях. Ну, это красиво. И чувствуется спокойствие относительно Москвы. Такой спокойный, размеренный город. Может быть, сейчас еще мало туристов из-за коронавируса. Взяли места на носу, чтобы были лучшие виды во время движения. Скоро отправляемся. Как тебе Петербург, Лен? Отлично. Еще раз приедем? Приедем. Встретились с другом, которым, как в фильме «С бригадой», это с 1 класса вместе. Он в Питере, я в Москве, но вот так вот сейчас получилось, что мы встретились. Конечно же, куда надо идти с другом, мы пришли в рюмочную номер 1. И сейчас мы будем есть, а вы будете смотреть, как мы будем есть. А еще мы будем пить, но вам этого не покажем. Первый заказ сделан. И теперь, внимание, вопрос. Кто ответит на него правильно, тот получит приз. Как вы думаете, что мы будем пить? Ребята, селедочка, лук, лучок, а я малосольный хочу. Ну, за нашу дружбу, Давай. которая длится много лет. С 1 класса вместе. С 1 класса вместе. Даже в одном университете учились. И даже в одном университете. Сейчас мы пробуем московскую закуску. Это костный мозг на... Это костный мозг. Да. Не кусочек копчено-жареного сала, это костный мозг. Ты уверен, что его можно есть? А он офигенен. Лука только сверху надо еще чуть-чуть. Лука. Прям вот раз и два. Все. Вот. Мы выпьем за мозг. За мозг. Да, кстати, За мозг. мозги у нас всегда были. Да. Давайте Да. выпьем. Я когда рассказываю своим друзьям, что у нас в классе 11 человек с медалями, Не кто верю. не верит? Зря не верили. Я в университете на тройке учился. История. Высшую математику не ходил. Последний семестр. Прихожу к Кальку, говорю: Калек, дай мне там книги, скажи, что читать. День, вечер. Перед экзаменом иду сдавать.
Сначала зачет сдаю, потом сдаю экзамен. Она говорит, я тебе 5 не могу поставить. Я говорю, почему? Я же все сдал. Она говорит, потому что ты не ходил, я тебе ставлю 4. Но у меня было 2 пятерки за семестр, 2 четверки. Я помню, я ему на огурцах объяснил, что такое производная и интеграл. За один вечер. Ползут на щетину, тихие слезы, тихому дому. Вот такая вот